Приветствую всех! Вы на канале Школа Вязания, с вами Катерина Мушина. В сегодняшнем видео мы продолжаем вязать регланом сверху кофточку с V-образной горловинкой. Значит, сегодня наша задача выполнить росток. Росток — это разница высоты спинки и переда. Также начать регланную линию. Она у нас вот такая красивая, ажурная. Такая регланная линия уже была у меня на канале. Ссылочку ее дам под этим видео. И, конечно же, самое сложное — это вот эта V-образная горловинка. Все схемки, которые вы здесь увидите, вы можете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Также там будут специальные таблицы размеров. Но таблицы эти для классических свитеров. То есть с классической горловинкой, с классической высотой проймы и так дальше. С классической шириной. К примеру, у меня будет немножко кофточка оверсайз. То есть там классическая идет 44-45 примерно. Я хочу немножко больше. Так как для своей девочки, она любит оверсайз, я тоже хочу больше. Значит, вот это все мы сегодня свяжем во второй части. В предыдущей части мы связали вот эту V-образную горловинку. Я остановилась специально здесь, хотя вот здесь у меня начало ряда, чтобы показать вам весь ее вид. Значит, вот так мы вяжем отсюда. Значит, теперь нам нужно все делать расчеты. Итак, значит, померите, как бы вы эту горловинку носили, если бы это была у вас обычная круглая горловина. Сейчас я покажу, о чем я. Мы, кстати, с вами мерили, когда мерили вот эту V-образную горловинку. Вот так мы сначала померили вот так. Так? Вот, стандартно. Значит, или же сантиметром, или прям вот этим изделием, что будет еще лучше. Вот так померили и пересчитали, сколько вам петель нужно на классическую горловинку. Свободную, не нужно вот так прижимать горло, то есть свободная, как при свитере. У меня это 48 сантиметров 50, так? И также я проверяю по своим табличкам. По табличках стандартный свитер 12-14 лет, это тоже 50 окружность горловинки. Я вот эту табличку вам рисую со стороны. То есть видите детские размеры, видите женские размеры. Это классическая окружность при свитере. Значит, теперь вот это все перевожу. То есть как будто у меня не 55, а 50. То есть без вот этого угла. Но включая петельки перед. Так? Понимать нужно. Значит, 50 окружность горловинки. Умножаем на плотность вязания. Кто помнит, плотность у нас было 20 петель 10 сантиметров. То есть мы умножаем на 2. Это у нас должно быть 100 петелек. Так, дальше. У нас 4 линии реглана. Я линию реглана беру аж на 7 петель. Так, 4 умножить на 7 это 28 петель. Теперь 100, который мы пересчитали, минус 28, у нас остается 72 петли. Эти 72 петли мы делим на 3 части, спинку, перед и на 2 рукава. Разделить на 3 будет по 24 петли. То есть 24 на спинку, 24 на перед и 24 еще раз пополам на рукава. Так как у нас центральная петелька спереди и на спинке, то нам нужно нечетное количество. Я беру на спинку 25 петель, а на рукава 24 делим на 2, это по 12 петелек. Вот, по 12 на каждый рукав. Все остальное уйдет к петлям переда. Так, давайте высчитаем, сколько всего к петлям переда. Значит, мы набирали 112 петель, так? Плюс добавили по 6 петель в каждую сторону. Плюс 6, плюс 6. 124 петли. Теперь минус 4 линии реглана. Это минус 28. 7 на 4 это 28 петель. Правильно? Минус петли спинки. Это 25 петель. Минус 2 рукава. 12 раз. И минус 12 2. У нас осталось 47 петель. Вот, 47 петель это для переда. Значит, 47 это центральная одна. И делим пополам. Справа и слева еще по 23 петельки. Вот так вы вычисляете себе, как вот это все должно у вас размериться. И отмечаем маркерами. Значит, начало ряда по центру спинки. Центральная петля спинки это первая петля. У нас 25 петель, значит, из них 13 в одну сторону и 12 в другую сторону. Правильно? Отсчитываем 13 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 13 в одну сторону. Так.
и 12 в другую сторону. 2, 4, 6, 8, 10, 12 в другую сторону. Эти 25 петель это наша спинка. Дальше регланные линии по 7 петелек. 2, 4, 6, 7. Вот регланная линия с одной стороны. 2, 4, 6, 7. Это регланная линия с другой стороны. Вот так. Теперь петли рукава. На каждый рукав по 12 петель. Отсчитываем. 2, 4, 6, 8, 10, 12 с одной стороны. И сразу 7 петелек линии реглана. 2, 4, 6 и 7. Вот так, видите? Плюс регланная линия. То же самое с другой стороны. 2, 4, 6, 8, 10, 12 это наш рукав. 2, 4, 6, 7 наша регланная линия. Вот все, что осталось, это наш перед. Так, вот так сложите примерно. Кроме ростка, вот вы будете видеть, что у вас есть. Росток спустит вот так еще немножко. Вот так будет, если с ростком. Так, значит, о ростке. Значит, росток слишком большой, когда V-образная горловинка, делать не нужно. Если я обычно делаю росток где-то, я бы делала вот так где-то на 12 рядов, то есть на 3,5 примерно сантиметра, то сейчас я сделаю только 8 рядов, то есть чтобы не углублять так, очень сильно и так уже глубокую горловинку. Тем более, что у меня раппорт регланных линий это 4 ряда, и мне 8 рядов как раз очень удобно. Итак, росток 8 рядов. Значит, что это значит? Мы дополнительно 8 рядов, начиная от центра спинки, будем вязать, затрагивая только спинку, регланную линию и петельки рукава. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот так. Значит, для этого нам нужно также петельки рукава разделить, внимание, не на 8, а на половинку. 8 разделить на 2 это на 4 части. Петли рукава делим на 4 части, так как мы в одну сторону будем затрагивать четвертую часть рукава, возвращаться во вторую сторону. То есть на 2 ряда четвертая часть рукава будет затронута. У нас 12 петелек, 12 разделить на 4, это по 3 петли. Если у вас нацело не поделилось, то меньшее количество к спинке, больше количество идет петель к переду. Теперь все поделю контрастными маркерами, и то разных цветов. Например, голубенькими с этой стороны. Вот, выделяем это рукав по 3 петельки. Вот так, разделяя на части. Снова 3 петельки. Вот 3 маркера, это я разделила на 1, 2, 3, 4 части. То же самое с другой стороны. Также, когда обычно вы вяжете росток, вы будете делать автоматически прибавки с лицевой стороны на каждом регланной линии. Правильно? Значит, смотрите, вот здесь будут прибавляться, а здесь не будут. Обычно мы делаем разницу. Сразу отмечаем, что вот за 8 рядов мы должны сделать по 4 прибавки. 4 здесь и 4 здесь. И эту разницу мы отнимаем. Сейчас мы ничего не отнимаем, мы так и оставляем спинку, как она есть. А уже когда приступим к петлям переда, мы просто сделаем так, чтобы разница петель спинки переда, чтобы не было разницы. То есть, чтобы было одинаково петелек. То есть будем вязать по одной петельке, делая убавку, пока не будет одинаковое количество петель, а потом добавляя петельки, что остались. Значит, теперь, когда мы все разделили, мы явно видим, где у нас должно быть начало ряда. Вот здесь, перед первой регланной линией. Значит, я вам говорила, 22 ряд мы закончили в предыдущем видео довязывать до центра. Теперь мы должны довязать до сюда и здесь поставить вот этот маркер начала ряда. Сразу говорю почему. Потому что если он останется здесь, мы будем вязать вот в эту сторону первый ряд на регланной линии, сюда второй ряд, в эту сторону, здесь будет первый, а здесь уже будет третий. Опытные мастерицы это могут сделать, но для новичков лучше переместить начало ряда, и так будет удобнее. Пока вы будете вязать,
вы себе точно будете знать, что вы на всех регланных линиях вы вяжете один и тот же ряд. Значит, регланная линия она состоит всего из 4 рядов. Если бы это была классическая регланная линия, где прибавка так с каждой стороны центральной петли, то можно было этого не делать. Значит, все, переношу сюда, то есть я довязываю вот эти все петельки до первой регланной линии, еще лицевыми. И именно там у меня будет начало ряда. Вот все петли лицевыми. Значит, уменьшать я спицы уже не буду, просто буду вытаскивать с одной стороны леску для удобства. Значит, это я еще довязываю 22 ряд, который мы начали с вами в предыдущей части, в предыдущем нашем видео. Так. Вот последние 2 лицевые. Так, вот здесь ставлю маркер начала ряда и маркер регланной линии. Оба будут там, хорошо? Итак, первый ряд ростка я начинаю отсюда. Делаю прибавку на первом реглане, вяжу рукав, делаю прибавку на втором реглане, вяжу спинку, делаю прибавку на третьем реглане и довязываю до первого маркера. Затем поворачиваю. На последнем 4 мы свяжем в конце. Это ничего страшного, у нас потом эта прибавка тоже добавится и будет все одинаково, не переживайте. Значит, отсюда провязываем все до вот этого синего маркера. Регланная линия. Первый ряд регланной линии начинается с перекрещения с уклоном влево. Чтобы перекрестить 2 петли влево, я правую спицу сзади ввожу во вторую петельку. Вот так. 2 петли снимаю. Возвращаю первую, она получается у меня перед вязанием. Возвращаю вторую, она получается за вязанием. Обе вернула на левую спицу и обе провязываю лицевыми. Это перекрещение влево. Далее 1 лицевая, делаем накид, лицевая, снова делаем накид и снова лицевая. Теперь перекрещение с уклоном уже вправо. Спереди правую спицу ввожу во вторую петельку, 2 петли снимаю со спицы, возвращаю первую, она у нас за вязанием, возвращаю вторую, она у нас перед вязанием. Обе провязываю лицевыми. Лицевая 1, лицевая 2. Так, переснять маркер. Смотрите, у нас было 7 петель, теперь у нас 9 петель. 2 петли мы добавили. Так, петли рукава в первом ряду мы все провязываем лицевыми. Накиды просто маркеры просто переснимаем. Так, 3 лицевые, снять маркер, 4, 5, 6 лицевых. Переснять маркер, 7, 8, 9, переснять маркер, 10, 11, 12. Это 12 петель нашего рукава. Так, дальше вторая линия реглана, тоже первый ряд, перекрещение с уклоном влево, 2 петельки меняются местами, вот так перехватывается вторая сзади, чтобы первая была спереди. Вернуть на левую спицу и обе провязать лицевыми. Далее 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Перекрещение с уклоном вправо. Спереди я ввожу правую спицу во вторую петельку, 2 снимаю, возвращаю первую, она за вязанием, возвращаю вторую, она перед вязанием, обе провязываю лицевыми. Вот так. Снова у нас здесь из 7 стало 9 петель. 25 петель спинки. Можем сразу их пересчитать и проверить. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Обратите внимание, видите, здесь мы уже, получается, начало ряда, где было, и следующий ряд, как бы, если бы не перенесли. 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. Есть 25 петель вот на спинке. Так, теперь с другой стороны линия реглана. Переснять маркер. Перекрещение влево. Сзади перехватываю вторую петельку. Меняем местами. Первая у нас перед вязанием, вторая за вязанием. Вернула. Так, и обе провязываю лицевыми. Дальше 1 лицевая. Делаем накид. Лицевая, накид, лицевая. И перекрещение с уклоном вправо. Спереди перехватываю вторую петельку.
меняем местами. Первая у нас за вязанием, вторая у нас перед вязанием. Вернула обе и провязываю лицевыми. Переснять маркер. Так, довязать мы должны до самого первого маркера синего. Так, это еще 3 лицевые. И каждый раз, когда я довязываю, я себе вот этот маркер забираю, чтобы в следующий раз уже довязать до следующего. Так, это первый ряд. Вот мы отсюда провязали сюда. Второй ряд мы возвращаемся, провязываем вот эти 3 петельки рукава, реглан, спинку, реглан и до вот этого первого маркера на следующем рукаве. То есть не сюда в начало, а именно короткими рядами вяжем. Работу поворачиваем. Всегда при повороте мы первую петельку будем снимать. Так вот. Ниточка перед вязанием. Это изнаночная петля. Мы снимаем ее как изнаночную. То есть вот так. Все. Дальше вяжем все петли изнаночными. Весь ряд. Раз, два. Но, как помните, мы здесь прибавили 2 петли. Поэтому, если вы так выделяете маркерами, то в четных рядах маркеры нужно переставить на 1 петлю с каждой стороны. То есть я снимаю маркер, вяжу одну изнаночную, она уже петелька рукава, и ставлю маркер обратно. Дальше 7 изнаночных. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 7. И здесь будет второй маркер. Так. Эта петелька уже принадлежит спинке. То есть изнаночная. И продолжаю вязать изнаночными все петли на спинке. Значит, довязываем изнаночными до вот следующего маркера. Вот 1 изнаночная до маркера. Здесь тоже у нас 9 петель вместо 7. Мы забираем маркер, 1 изнаночную провязываем, ставим маркер обратно. Так. 7 изнаночных петелек реглана. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Так. И здесь ставим маркер. Эта петелька принадлежит рукаву. Значит, на рукаве у нас 3 петли плюс прибавленная петелька. Так, тут забираем. Раз, два, 3, 4 виток. И вот я довязала до зеленого маркера с этой стороны. Значит, работу поворачиваем, зеленый маркер убираем. Так, это наш второй ряд. Вот так сейчас выглядит наше полотно. Вот. Так, обратите внимание, здесь у нас осталось 9 петель, так, между маркерами, потому что мы здесь изнаночный ряд не довязали. Также здесь у нас не прибавлена петля. Все это мы исправим, когда уже будем вязать все по кругу. Вот это все будет правильно. Значит, дальше третий ряд. Третий ряд мы начинаем отсюда, провязываем полностью все петельки, регланные прибавки, спинку регланные прибавки до следующего маркера. То есть 3 плюс 3, ну и плюс прибавки. Так. Третий ряд. Смотрите, мы с лицевой стороны, у нас поворот. Значит, ниточку переводим назад, если это лицевая сторона. И петельку снимаем не как изнаночную, вот так мы снимали изнаночную петельку, а мы теперь снимаем вот так, как лицевую. Вот, и стяните сильнее, хорошо? Значит, вяжу лицевыми до маркера. Раз, два, 3. То есть 1 сняла, 3 лицевые провязала. Переснять маркер. Так, здесь перекрещение начинаем уже не с уклоном влево, а с уклоном вправо. Значит, правую спицу спереди я ввожу во вторую петельку. 2 петли снимаю со спицы. Возвращаю первую, она у нас за вязанием. Возвращаю вторую, она у нас перед вязанием. И обе петельки провязываю лицевыми. Вот это перекрещение с уклоном вправо. Сразу же делаю накид. Тогда 3 лицевые. Раз лицевая, 2, 3. Снова делаю накид и выполняю перекрещение с уклоном уже влево. Сзади перехватываю вторую петельку, меняю местами. Первая у нас перед вязанием, вторая у нас за вязанием. Так, обе провязываю лицевыми. Вот. Значит, это третий ряд регланной линии. Переснять маркер. Так, петельки спинки. Понятно, здесь мы никаких узоров не вяжем, так как я хочу просто лицевую гладь.
Видите, я вяжу ее большими спицами, то есть это будет свободная лицевая гладь. И лицевыми я вяжу до следующего маркера, до следующей регланной линии. Здесь то же самое. Начинаю с перекрещения с уклоном вправо. Спереди перехватываю вторую петлю, меняю местами. Первая за вязанием, вторая перед вязанием. Поменяла местами. Обе провязала лицевыми. Делаю накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова делаю накид, перекрещение влево. Сзади перехватываю вторую петельку, меняю местами. Первая у нас перед вязанием, вторая за вязанием, вернула. И обе провязала лицевыми. Вот так. Видите? То есть здесь перекрещение в первом ряду было в противоположную сторону. Так и должно быть. Это не ошибка. Переснять маркер. Так, теперь до вот этого синего маркера мы должны довязать лицевыми. Видите, у нас здесь был поворот. Будьте внимательны. До поворота мы вяжем просто лицевыми. А петельку, на которой мы поворачивали, чтобы не было здесь отверстия, мы подхватываем вот петлю на ряд ниже. Вот она. Одеваем ее на левую спицу. И теперь провязываем 2 петельки вместе лицевой петлей. И туго стянуть. Довязываем еще плюс 3 петли. То есть до следующего маркера. Вот так у нас провязан вот 3-й ряд. Значит, этот маркер теперь убираем и работу поворачиваем. 4-й ряд с изнаночной стороны, но все изнаночные ряды одинаково выглядят. Мы вяжем просто изнаночными петельками, плюс с каждой стороны одну петельку отдаем туда, где она нужна. Так как мы сделали прибавку. Значит, у нас изнаночная сторона, снимаем петлю как изнаночную. Нить перед вязанием, петельку просто снять. Так, вяжем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Забрать маркер. Одну петлю отдаем рукаву, то есть 7 будет петель. Возвращаем маркер. 7 изнаночных — это петельки нашей регланной линии. Так, 2, 4, 5, 6 и 7. Последнюю петлю отдаем спинке, поэтому здесь я ставлю маркер. Изнаночную отдаю спинке, здесь маркер убираю. Вот. Петли спинки просто выполняем изнаночными петлями до следующего маркера. Вот довязали все петельки спинки. Далее забираем маркер, отдаем одну петлю спинки, ставим маркер назад, 7 изнаночных, провязываем петельки регланной линии. Вот 6 и 7. Последнюю петлю отдаем рукаву. Ставлю здесь маркер. Изнаночные, этот маркер убираю. Так, здесь у нас тоже, видите, нам нужно довязать до вот этого маркера. Здесь у нас поворот. Значит, вяжем просто изнаночными до петли поворота. Так, чтобы провязать петлю поворота, нужно вот эту петельку, видите, на ряд ниже. Ее одеть на левую спицу. Ниточка теперь перед вязанием, мы с изнаночной стороны подхватываем 2 задние стеночки. Вот 2 задние стеночки и провязываем изнаночной за задние стенки. Вот так. Стянуть. И затем довязываем изнаночными. 1, 2, 3. Снова маркер убираем и поворачиваем. Провязан 4-й ряд. Видите, здесь, вот здесь никакого отверстия нет. Также и там не будет. Значит, вот эти 4 ряда на регланных линиях мы дальше повторяем. Так, следующий у нас 5-й ряд. Мы должны отсюда провязать вот до этого маркера. Так, значит, мы с лицевой стороны ниточку назад, петельку снимаем как лицевую и стягивайте сильнее. Лицевыми вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Одну сняла, 7 лицевых провязала. Так, назад маркер. И здесь мы повторяем нашу вот эту регланную линию, то есть перекрещение с уклоном влево. Правую спицу ввожу во вторую петельку, 2 петли снимаю, возвращаю первую, она у нас перед вязанием, возвращаю вторую, она у нас за вязанием, поменяла 2 петли местами и провязываю лицевыми. Дальше 1 лицевая, делаем накид, лицевая, делаем накид, лицевая.
Перекрещение с уклоном вправо. Спереди перехватываю вторую петельку, меняем местами. Первая за вязанием, вторая перед вязанием, вернула на левую спицу и обе провязала лицевыми. Так, вот видите, снова 2 накида, то есть 2 прибавки. Петли спинки просто провязываем лицевыми петлями. Так, вот до маркера. Это мы провязали петли спинки. Так, здесь снова перекрещение с уклоном влево. Сзади перехватываю вторую петельку, меняю местами. Первая у нас перед вязанием, вторая за вязанием. Вернула на левую спицу, обе провязала лицевыми. Далее 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Перекрещение с уклоном вправо. Спереди перехватываю вторую петельку, меняю местами. Первая у нас за вязанием, вторая перед вязанием. Обе провязываю лицевыми. Так, переснять маркер. Готово. Так, с этой стороны вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше поворот, петля поворота. Подхватываем нижнюю петельку. Так, вот, подхватили. Одеваем на левую спицу. Провязываем 2 вместе лицевой. И до маркера еще 3 лицевые. 1, 2, 3. Так, маркер снимаем. То есть дальше мы будем довязывать уже вот до нашей следующей регланной линии, да, последние 3 петли. Работу поворачиваем. Так, следующий наш ряд с изнаночной стороны. 6-й ряд. Первую петлю мы снимаем как изнаночную. Все петли изнаночными выполняем. Вот 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обязательно смещаем на 1 петлю. Снимаем маркер. 1 изнаночная. Возвращаем маркер. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, ставим маркер. А эту петельку уже отдаем спинке. Так, провязываю я все петли спинки до следующей регланной линии изнаночными петлями. Так, вот все петли спинки провязаны. Дальше забираю маркер, отдаю из реглана спинки 1 петлю, возвращаю маркер. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И сюда перемещаю вот этот маркер. То есть здесь ставлю маркер. Эта петелька отдается рукаву. Здесь забираю маркер. Так, мы должны довязать до вот этого маркера. Плюс у нас здесь поворот. Так, значит, 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, чтобы провязать 9-ю, подхватываем нижнюю петельку, одеваем на левую спицу, нить перед вязанием, подхватываем задние стенки, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, плюс еще 3 изнаночных. 1, 2, 3. И забрать маркер. Так, поворачиваем. Давайте я покажу, что у нас сейчас. Вот, это провязано сейчас 6 коротких рядов. Вот. Дальше 7-й ряд с лицевой стороны мы начинаем отсюда, провязываем здесь часть, прибавки, всю спинку, прибавки, и здесь мы провязываем все петельки рукава до регланной линии уже переда, то есть все полностью, так как нет уже маркера. Так, начинаем. Снять первую петлю, считаем лицевые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до маркера, снять и 11 лицевых. Так, здесь у нас ряд вяжется как 3-й вязался. Начинаем с перекрещения с уклоном вправо. Спереди перехватываю вторую петельку, меняю местами. 1 у нас за вязанием, 2 перед вязанием. Вернула обе, провязала лицевыми. Далее накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. И накид.
перекрещение с уклоном влево, извините, да. Правую спицу сзади я ввожу во вторую петельку, меняю местами. Первая у нас перед вязанием, вторая за вязанием. Вернула обе и провязала лицевыми. Переснять маркер. Вот. Видите, какая ажурная линия реглана получается в итоге. Так. Значит, петли спинки, как всегда, вяжем все полностью лицевыми до следующего реглана. Так, вот провязала петельки спинки. Так, переснять маркер. С этой стороны перекрещение с уклоном вправо. Спереди правую спицу ввожу вторую петельку, 2 снять. Одна у нас за вязанием, вторая перед вязанием. Обе вернула и провязываю их лицевыми. Далее делаю накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова делаю накид, перекрещение с уклоном влево. Сзади перехватываю вторую петельку, меняю местами. Первая у нас перед вязанием, вторая за вязанием. Обе вернула и провязала также лицевыми. Вот, готово. Переснять маркер. Значит, провязываем полностью все петельки рукава. Это 12 петель плюс те, что мы прибавили. Давайте пересчитаем сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 у нас поворот, то есть мы подхватываем петельку нижнего ряда, одеваем на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Это 12, 13, 14 и 15. 16 мы только что прибавили, в изнаночной стороне ее отдадим. Вот. Я провязала 7 ряд. Так, значит, 8 ряд возвращаюсь обратно. И здесь тоже все петельки довязываю до конца. Угу. Так, это ряд с изнаночной стороны. Ниточка впереди. Петельку снимаем. Все петли выполняем изнаночными. Вот. Все петельки изнаночными я вяжу до регланной линии. Так, на регланной линии смещаем петлю, то есть забираем маркер. Одна изнаночная отдается рукаву, вернуть маркер. У реглана остается 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, и одна петля остается спинки. То есть я здесь ставлю маркер, а отсюда убираю его. Продолжаю вязать петли спинки до следующей регланной линии. Так, с этой стороны снимаем маркер. Одна изнаночная, возвращаем маркер. 7 изнаночных, регланная линия. 5, 6, 7. Последнюю петлю отдаем рукаву. Ставим маркер. Одна изнаночная, убираем маркер. Так, мы должны довязать до следующей регланной линии. Считаем: 1 есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петелька. Мы подхватываем нижнюю петлю, одеваем на левую спицу, нить перед вязанием, 2 вместе изнаночной провязываем за заднюю стенку. Так, плюс еще 3 изнаночных. Итого 16 петель с этой стороны также. Провязан у нас росток на 8 рядов. Теперь, если мы сложим вот так регланную линию к регланной линии, видим, насколько вот у нас получается теперь вырез горловины опустился на вот эту высоту ростка. Значит, дальше самое интересное. Мы начинаем вязать уже спинку и перед. Значит, деталь переда мы сначала будем затрагивать только по одной петельке. Одновременно нам нужно будет убавить лишние петли. Смотрите, пока мы довязали вот здесь росток, из 25 петель, что у нас были на спинке, мы добавили с одной стороны 4 и с другой стороны 4 петли. Итого получили 33 петельки сейчас, в данный момент на спинке. На детали переда мы изначально дали 47 петель. 47 минус 33, разница 14 петель.
Значит, эту разницу будем забирать. Также я хочу, чтобы деталь переда так и осталась чуть шире спинки, но осталась шире на 2 петельки. Это очень хорошо для тех, кто вяжет для деток с округлым животиком или у кого большой бюст. Делать деталь переда чуть шире. Значит, я отниму эти 2, и разница будет у меня 12 петель. Эти 12 петель я должна убавить. Значит, вязать поворотными рядами, затрагивая по одной петельке, вот так, и одновременно убавляя вот эти 12 петель. Значит, на каждую сторону, если разделить, то это по 6 петель. Значит, я буду это вязать таким образом. Я вяжу первые 2 петельки сначала по одной, то есть это будет 4 ряда, в ту сторону 1 петлю, назад 1 петлю, в ту сторону 1 петлю, назад в 1 петлю. Затем следующую 3-ю петлю уже сделаю убавку, назад в 3-ю петлю сделаю убавку. Тогда следующий ряд без убавки, снова убавку, без убавки, убавку, без убавки. И так буду чередовать 6 рядов. А далее нужно смотреть. Если полотно пойдет волнами, то нужно начинать добавлять по 2 петельки вот здесь в конце. Если нет, то по одной. То есть смотрите на полотно, чтобы оно у вас именно ложилось вот так ровненько, как у вас на рабочем столе. И теперь обратите внимание. У нас здесь первый ряд, здесь первый ряд, и здесь тоже будет первый ряд нашей схемы регланной линии. Здесь у нас уже автоматически провязан первый ряд, поэтому, когда мы будем возвращаться, везде будет второй ряд, включая и здесь. Правильно? И здесь мы, кстати, вернем те 2 недостающие петельки. Поэтому мы и перенесли вот сюда начало ряда. Так, начали. 9 наш ряд. Первую петлю снимаем, стягиваем. Все петли рукава провязываем. Одну сняла, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вместе с той, что сняла, у нас 16 петелек. Так? Здесь выполняем первый снова ряд. Это перекрещение с уклоном влево. Сзади перехватываю 2-ю петельку, меняю местами. Первая перед вязанием, 2-я за вязанием. Обе провязываю лицевыми. 1 лицевая, делаем накид, лицевая, делаем накид, лицевая. Перекрещение вправо. Спереди перехватываю 2-ю петлю, меняю местами. 1 за вязанием, 2-я перед вязанием. Обе провязываю лицевыми. Переснять маркер. Вот. Так, дальше петельки спинки полностью все вяжем лицевыми петлями. Так, вот я провязала петельки спинки. Так, здесь также первый ряд. Меняю местами с перекрещения, чтобы получилось у нас влево. Первая была перед вязанием. Обе провязываю лицевыми. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Перекрещение вправо. Меняю местами, чтобы первая была за вязанием, а 2-я уже перед вязанием. Тоже обе провязываю лицевыми. Переснять маркер. Вот. Так. Петли рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, 16 поворот, подхватываем петлю поворота, одеваем на левую спицу и провязываем вместе лицевой. Переснимаем маркер. Вот здесь у нас тоже первый ряд. Перекрещение с уклоном влево, сзади перехватываю 2-ю петлю, меняем местами. Первая перед вязанием, 2-я за вязанием. Обе вернула, провязала лицевыми. Дальше 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Перекрещение вправо. Спереди перехватываю 2-ю петельку, меняю местами. Так, первая у нас за вязанием, 2-я перед вязанием. Обе вернула, обе провязываю лицевыми. И переснять маркер. Вот так. Значит, добавляем по 1 петли. Первые 3 без убавки. Так, затем вот я вяжу 1 лицевая. И здесь с этой стороны был синий, ставлю синий маркер. Так как у нас сейчас будут добавляться еще от реглана петли, чтобы мы точно не потерялись. И работу поворачиваем. Вот. Значит, с изнаночной стороны мы возвращаемся полностью и тоже вот сюда. Тоже с этой стороны добавить 1 петельку. Значит, смотрите внимательно.
первая регланная линия, мы одну петельку снимаем, снимаем маркер, отдаем прибавку нашему переду, так, вернуть маркер, 7 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, я вот так перенесу этот маркер тоже сюда, а эту петельку уже рукаву. Вот так, вот петельки рукава. Ну, это вяжем самостоятельно. Значит, петли рукава, смещаем маркеры, петли спинки, смещаем маркеры, петли второго рукава довяжем вместе. Угу. Так, смотрите, я сейчас вот провязала рукав, спинку и довязываю вот второй рукав. Видите, где у нас поворот? Петлю поворота подхватываю, одеваю на левую спицу и 2 вместе изнаночной за заднюю стенку провязываю. Значит, по одной петле, это первая линия реглана, видите, она вот здесь. По одной петле я должна от нее отдать. То есть забираю маркер, 1 изнаночная, ставлю маркер обратно, 7 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И вот эти 2 маркера, обязательно 2 начала ряда тоже должно перенестись на одну петлю. Ну, удобнее вот так. Так. Я пока так и 2 одеваю. Я с этими маркерами играюсь только для того, чтобы вы видели. Вообще можно их снять и уже ориентироваться только по регланной линии. Значит, теперь смотрите здесь внимательно. Одна петля это у нас та, что мы только что прибавили. Так, вот здесь был маркер. И еще одна, та, которую мы добавляем. Вот. И здесь ставим маркер. Вот. Работу поворачиваете. По одной петельке мы добавили и по одной прибавили. И здесь 2 петли. Значит, теперь у нас все 3 регланные линии одновременно вяжутся. У нас 3-й ряд будет на каждой из регланных линий. 3-й ряд именно схемки. А так мы провязали 9 и вернулись в 10 ряд. Так, 11 ряд, ниточка назад, петельку первую снимаем, 1 лицевая, переснимаем маркеры. Вот этот маркер начала ряда мы будем использовать, когда будем вязать по кругу. У нас тогда действительно здесь будет продолжаться начало ряда. Пока мы его не трогаем, начало ряда около зеленого маркера. Так, значит, регланная линия у нас 3-й ряд, если брать нашу схемку. Начинается с перекрещения с уклоном вправо. Спереди правую спицу ввожу во вторую петельку, 2 снимаем. Возвращаем первую за вязанием, возвращаю вторую перед вязанием. И обе провязываю лицевыми. Дальше делаю накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова делаю накид и перекрещение с уклоном влево. Сзади перехватываю вторую петельку, меняем местами. Первая перед вязанием, вторая за вязанием. Обе вернула и провязала лицевыми. Переснять маркер. Вот так. Значит, петли рукава все вяжутся лицевыми. Затем 3-й ряд у нас будет здесь. Петли спинки лицевыми. 3-й ряд здесь. Петли рукава лицевыми. И петли 3-й ряд схемки вот здесь. Вот до сюда я довязываю. Значит, довязываем туда самостоятельно. Так, вот я довязала рукав. Видите? Вот все до рукава. С этой стороны у нас тоже 3-й ряд. То есть перекрещение с уклоном вправо. Вот так меняем местами, чтобы вторая была перед вязанием, и обе провязываем лицевыми. Делаем накид, 3 лицевые, снова накид и перекрещение влево. Вот меняем местами, первая перед вязанием, вторая за вязанием, обе вернула и провязала лицевыми. Вот. Переснять маркер. Дальше 1 лицевая. Здесь петля поворота, то есть подхватываем петлю нижнего ряда, одеваем и провязываем 2 вместе. Так, теперь снимаем маркер, добавляем 1 и ставим маркер обратно. Вот так. Так, работу поворачиваем. Теперь вяжем в обратную сторону, тоже здесь добавляя 1 петельку. Первую петлю снимаем. Это у нас будет 12 ряд. Все петли изнаночными. Снять. 1 изнаночная. Вернуть. И продолжаю вязать изнаночными. Так, вот 7 петель провязала.
переснимаю, возвращаю маркер и так далее. Значит, так вы довязываете вот до сюда. С изнаночной стороны я вот довязываю, смещаю на одну петельку, так отдаю одну петлю переду, а здесь возвращаю петли, маркеры. Так получается изнаночная 1, изнаночная 2. Петля поворота подхватывается, одевается на левую спицу, нить перед вязанием, 2 вместе изнаночной, забираем маркер, следующую петлю провязываем изнаночной, ставим маркер, поворачиваем. Вот так. Видите, мы провязали туда и обратно. Так, смотрите, 12 рядочков сейчас провязано. Значит, как видите, по 2 петельки мы просто добавили. Значит, 13 и 14 ряды мы одну добавляем, делаем убавку, одну добавляем, делаем убавку. Так, приступаем. 13 ряд. Ниточку перевожу назад, снимаю петельку. Значит, я вам не показываю более регланных линий. Здесь все то же самое повторяется. Лицевая гладь, регланная линия. И так все до конечной. То есть я буду показывать только вот эту и вот эту вам часть. Хорошо? Начало и конец ряда. Так, вот я все провязала, сделала регланные прибавки. Значит, 13 ряд. Если мы здесь делаем убавление, мы всегда довязываем до последних 3 петель перед маркером. То есть сейчас я только одну петлю провязала. Убавку делаем с уклоном влево. Переснять 2 петли, повернув правыми стеночками назад, вернуть обратно, 2 вместе провязать за заднюю стеночку. Вот так. Дальше. Петля поворота, значит, нижнюю петельку одеваем на левую спицу и провязываем их как 2 вместе лицевой. Видите, мы убавили петлю и теперь добавляем следующую. Вот. Вот так выполнили. Теперь поворачиваем все то же самое с другой стороны. Значит, наш 14 ряд. Первую петлю снимаем, вяжем изнаночными, плюс переснимаем маркеры, все как ранее. И так полностью до зеленого маркера. Так, вот 14 ряд я заканчиваю, переношу маркеры. Так, с этой стороны у нас изнаночными вяжем до последних 3 петель, то есть 2 изнаночных петли. Затем сначала провязываем 2 вместе изнаночной, затем петлю поворота. Вот нижнюю петельку одеваем на левую спицу, нить перед вязанием, 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку, снимаем маркер, провязываем следующую петлю, одеваем маркер обратно и работу поворачиваем. Так, выполнила я таким образом убавку с каждой стороны. И так и продолжаем. Следующий ряд без убавки, следующий ряд с убавкой, без убавки, с убавкой. И так, пока не будет убавлено по 6 петель с каждой стороны. Значит, вот как выглядит ряд без убавки. Мы просто довязываем все, подхватываем петельку нижнего ряда при повороте, провязываем вместе лицевой, снимаем маркер, 1 лицевая, вставим маркер обратно и вяжем другую сторону. С изнаночной стороны заканчивается также. Мы довязываем ряд изнаночными, подхватываем петельку поворота, провязываем вместе изнаночной и добавляем 1 петлю. Забрать маркер, 1 изнаночная, поставить маркер. Так, дальше по одному ряду с убавками. Ряд с убавками мы довязываем до 3 петель, провязываем 2 вместе лицевой с уклоном влево. Дальше петельку поворота подхватываем, провязываем вместе с петлей. Снять маркер, 1 лицевая, вернуть маркер, вяжем в другую сторону. Заканчиваем ряд с убавками с изнаночной стороны, тоже 3 петли осталось, 2 вместе изнаночной, петлю поворота подхватываем, снова 2 вместе изнаночной, тогда снять маркер, 1 изнаночная, поставить маркер. Так, значит, выполнила я 6 убавок с каждой стороны. Вот 1 и 2. Значит, теперь смотрите, если вот так расправим, мы видим, что у нас вот такая волна получается. 1 и сюда вот так 2. Чтобы ее не было, дальше я буду добавлять по 2 петельки, по 2 с одной и по 2 с другой стороны. Убавок более никаких я делать не буду.
Итак, значит, вяжем следующий ряд. Снимается петля стянуть, все петли лицевыми, плюс обязательно узор по нашим схемам довязываем до синего маркера. Так, значит, вот я довязываю ряд, убавлений не делаю, петлю поворота подхватываю, одеваю на левую спицу, провязываю вместе, забираем маркер и теперь провязываем 2 петли. Раз лицевая, вторая лицевая. Вот. Тогда работу поворачиваем. Ставим маркер обратно. В другую сторону тоже. Первую петлю снимаем, все петли выполняем изнаночными. И так до зеленого маркера, до сюда. Так, изнаночную сторону тоже без убавлений довязываю до поворота. Петельку поворота одеваю, провязываю 2 вместе за заднюю стенку. Забираем маркер, добавляем еще 2 изнаночных петли. Ставим маркер обратно. Так, ладно. И работу поворачиваем. Так, вот, значит, и так дальше продолжайте. Вот 2 петельки, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, пока не останется центральная петля. Так, смотрите, забираю маркер, 2 провязываю, ставлю маркер обратно, центральная петелька остается, работу поворачиваем. Так, ну мне не хватает, конечно же, спиц. Вот так у нас все получается. Сейчас я довяжу вот этот ряд, соединим это все по кругу, чтобы довязать дальше. И уже возьму спицы пошире. А вот V-образная горловинка вот такая у меня получается, если по 2 петельки. Вот. Снимаем первую петлю. Так, вяжу все петли лицевыми. Плюс узор регланной линии. Вот так до синего маркера. Так, смотрите, довязываю, поворот наш, нижнюю петельку одеваем, провязываем 2 вместе лицевой. Забираем маркер, центральную петлю провязываю лицевой, старайтесь ее не растягивать. Забираем маркер, это еще не конец ряда, нам нужно до первой регланной линии, до сюда довязать, чтобы был там конец ряда. Так, смотрите, вот эта петелька у нас тоже, видите, петля нижнего ряда. Значит, я снимаю петлю, подхватываю петлю нижнего ряда, 2 возвращаю и провязываю вместе за заднюю стеночку. Видите, тоже подтянула. Продолжаем вязать лицевыми. Значит, у меня продолжается еще вот этот ряд. Так как мы далее будем вязать по кругу, нам нужно довязать в начало кругового ряда. То есть это между передом и первой линией реглана от левого рукава. Так, стянуть и довязать лицевыми. Кстати, если хотите, можете сейчас пересчитать спинка и перед, разница у вас именно в 2 петли, так как мы себе изначально рассчитали, так как остальные 12 мы равномерно убавили. Так, значит, давайте я максимально постараюсь растянуть. Нужно еще пару спиц брать, так не хватает. Видите, мы вышли на 1 уровень. Вот так V-образная горловина получается. Все у нас ровненько, нет никаких складочек. Вот так. Значит, сейчас растяну и примерим. Значит, дальше что делаем? Продолжаем вязать по кругу. Все как ранее. Нашу регланную линию с прибавками. И у вас еще может быть такое, что глубина вашего декольте идет ниже, чем пройма. Тогда вы пройму сначала делаете. Классическая здесь пройма, как для всех рекламных линий, там ничего такого особенного. А тогда, когда уже вяжете спинку перед, просто сами без рукавов, заканчиваете вот эту рекламную линию. Видите? Вот так она у меня пошла. Вот. Все ровненько, красивенько. Вот так, видите? Вот. Значит, дальше, так как мы вяжем по кругу, то все четные ряды на регланной линии будут вязаться просто петельки лицевыми. Так, лицевыми не просто, а еще маркер мы также переснимаем, отдая по 1 петельке в каждую сторону. Так, вот все лицевыми. И здесь также. И продолжаем лицевыми.
Вот так. Еще у вас может быть такой момент, он у меня точно здесь вижу, доходит до него, что ширина уже практически достаточно, а высота проймы еще недостаточно. Ну и если вы будете продолжать вот так вязать, у вас тогда будет слишком широкое полотно. Тогда вы вот эту нашу схемку меняете на схемку с убавкой одной. Таким образом у вас прибавление будет не в каждом втором ряду, а в каждом уже четвертом ряду, то есть в 2 раза реже. Я тоже так сделаю, об этом всем мы поговорим уже в следующей части. Итак, как следующее видео, я думаю, выйдет не скоро, так как у меня практически нету электричества. Очень редко она появляется. Поэтому я дам ссылочку на предыдущие наши свитера, что мы вязали. Дальше вся пройма идет, ну, классически для всех свитеров. Неважно, какая горловинка, пройма идет стандартно. Поэтому, кто не знает, как вязать пройму, рукавчик, если вам тяжело ждать вот этот мастер-класс, вы можете посмотреть по предыдущих моих изделиях. Пока всем большое спасибо и до новых встреч!